Итак, я продолжаю путь на перевал к реке Калярова, к чертовой речке. Перед перевалом долина сужается, идти становится проще, меньше заболоченностей. И скоро уже подъем чуть покруче будет. И прямо перевалом направо гора Лунная. Обед на границе, где кончается вода. Здесь уже в ручьях. В ручье вода кончилась, но вот тут пару мочежинок в тундре с водой. Хотела поближе к перевалу подойти, и вот направо это распадок на подъем на гору. Но там уже посмотрела, воды нету. Обедаю здесь. А вот пологий перевал мой на Калярова. Погода хорошая. У меня еще до 10 до заката солнца вообще полно времени. Сейчас 4 часа. Успею перекусить и сходить наверх. Долинка, из которой я пришла. Высота перевала где-то выше, чем 880 метров, я так горизонтально посчитала, а высота горы 1159. Сам перевал 880 выше, да? Здесь я где-то на высоте 800, наверное, нахожусь сейчас. Даже больше уже, я думаю. Так, щучок закипает. Вторая порция. Отлично. Это бараночки и шоколадка. Беру теплую одежду и ухожу на Луну по этому кулуару. 2 километра до нее, до вершины, а набор где-то 300 метров. За час, может, успею, а может и нет, может чуть больше. Посмотрим. Рюкзачок мой остается на каменной горке, а дальше вот тундра и вот он, пологий перевал. Вернусь и туда. А здесь в ущелье даже снег, и снова ручей появляется. Тают снега, выпавшие ночью. Да еще он, этот снежник, еще, я думаю, не растаял с зимы, остатки он. Подъем идет очень плавно.
камни жесткие, в смысле дорога. Солнца вот только нету, но и ветра нету здесь, в этом ущелье. Вот из долинки поднимаюсь. Олени в этот распадок, видно, не ходят, сильно каменисто. И здесь только цитрарии исландики. Ягель, тот самый оленей, лучший самый корм. Лишайник. Вот его здесь между камней полно. Кварцевые жилы в камушках попадаются. Вот уже и заключительный взлет, подъем. И уже отсюда видно, что здесь более-менее полого, а то издалека прям казалось круто. Но это всегда в вас так кажется. А на самом деле там нормально. Все, тут уже недалеко. Вылезла вот из кулуара уже на солнышко. Здесь дальше хороший подъем. Складываю турик, пирамидку, чтобы на обратном пути мне здесь начать путь спуска. Ну вот, увижу. Дальше уже совсем полого. Вот, но здесь, чтобы не уйти на какой-то крутой склон, промаркирую. Нет, так, в принципе, осыпь здесь не крутая. Можно даже вот здесь спуститься. Ну ладно, я люблю заходить там, где... Спускаться там, где поднялась. О, виды-то уже какие. Открываются. Эту горку-то я проходила. А, или вот эту. Они похожи. Наверное, вот эту я проходила. А наверху-то здесь все плоское. Сейчас буду искать саму вершину. Там должна быть пирамида геодезическая. Вот как выглядит поверхность Луны. Горы Лунной. Так, ну что, с перегиба увижу я что-нибудь. О, не. Все, о, вон, наверное, вершина. Что-то повыше. Так. О, точно, вот он, тригопункт. Иду туда. Возьму-ка я обратный азимут, а то здесь, если не туда уйдешь, то на обрыв попадешь. Ну, практически иду юг, чуть-чуть юго-запад. Значит, обратно север, северо-восток чуть-чуть. Ну, а видимый пока ориентир. Вот эта горушка чуть правее нее. Облачка, но они такие. Чуть-чуть наползают. Практически на месте. Я думаю, не скроется видимость. О, какие виды на подходе к вершине открывается. Она стоит таким удивительным попырем посреди ровного плата. Да, обзор очень далекий. Здесь хорошая эта погода. Вот это виды вообще далеко. Это уже Калярова-Ам. Я сегодня должна прийти вот в эту долинку. Там ночевать наметила, где вот ручьи сливаются. Ого! Ого-го!
А река-то может быть вполне сплавная даже отсюда. Я-то думала, ниже буду сплавляться, но в связи с дождями и высокой водой посмотрим вообще. Воды много. Вот вершинка. Триангула. Здесь, в этом месте, на вершине, замерены точные координаты местности. Как она сделана на совесть. Стоит. С каких годов, интересно. А что вы думали, Чукотка это вам низкая тундра? Нет, Чукотка это горная страна. Это, собственно, долина Коквына, откуда я пришла. Как там петляет река. Вот там и моя стояночка видна сегодняшняя. О, вышла прям к моему турику. Вот он, вот он, вот он. Ура! Все, теперь аккуратненько вниз и к рюкзаку. Вовремя я спустилась, наползает облачность. А вот впереди невредимый рюкзачок меня ждет. Ура! Олешек вышел. О, какой красавец. И я на широкой водораздельной долине, седловине, уж не знаю, как назвать. Облака меня накрывают. Справа гора лунная, ее склоны, как ориентиры. Мне сейчас надо вперед и вправо. Не набрать лишнюю высоту. Ну и уйти куда надо. Там ниже уже снова не будет облачности, она только вот здесь наверху. Здесь где-то сейчас порядка 900 метров перевал. Скоро я уже доберусь. Заболочено здесь, иду в ботинках. Пока не промокла, в ботинках-то лучше. Кусочки каменистой тундры вон попадаются. В основном заболоченные, конечно. Стока нет пока. Но вот впереди в облачном тумане показалось понижение. Вон туда спуск
Кальвара... К чертовой речке, короче говоря, куда я иду. Все. Потекли ручейки вниз. Облачность осталась выше. Внизу видна долинка. Долинка Каляровамы. Моей речки. Фу. Я надеюсь, еще снизу солнышко проглянет. Это здесь сверху облачность. Все. Как же хорошо, на спуск. Ура! Ура! Покрытие замечательное просто. И впереди лучи надежды, светлого солнца, светлой долины. А здесь просто у меня уши заложило, как ватой под облаками. Вообще по-чукотски Каль-А – это черт или злой дух. И Аран – это жилище. И вот с перевала, с которого я сейчас спускаюсь, Каляр-Ванский перевал, вот он назван как раз по... Говорят, что на этом перевале есть большой камень, напоминающий ярангу, с отверстием внутри. И говорят, что это жилище черта. Ну вот в такую погоду, когда все под облаками, я этого камня не нашла. А вот река Каляр-Вам названа по названию камня. Каляран. Моя гора лунная. Так вот, где вершина? Не видать. О! Вот она, похоже. За облаками. Трига. А может, нет. Вон вдали перевал, с которого я спустилась. Он слева. Левое понижение. Палаточка. Тентик стоит, домик. Гора лунная. Покрывали облачности. Холодно. Я думаю, +2. Прям леденяще как-то. 9:30 вечера. Вернее, уже почти 10:30. Припозднилась, но зато много прошла. Горки впереди. За Каляр-Вамом уже даже. Он направо уходит. Осталось мне поставить, натянуть палаточку. Комаров, конечно, нету, но в палаточке теплее, уютнее. Вода набрана, все. Залезаю под тентик и отдыхаю.
Домик стоит внутри домика. Можно кухню делать. Вечером мне чудились заунывные звуки с ручья сверху, со склона сопки. Долго не засыпала, ворочалась. Ныли колени от вчерашней нагрузки. Но потом провалилась в крепкий сон. Как же хорошо спится под туманом, да, под убаюкивающее пение ручейка. Просто замечательно. Правда, какие-то звуки были, я уж думала, это Коляра выходил. Я думаю, это просто изменение журчания реки. Так, ну что, 50 километров пути пройдено, перевал преодолен. Теперь вниз, к сплаву. Гора Лунная, остаешься без меня тут. Иду вездеходной колеей, срезая петлю речки. Заболоченная тундра, сока. Зеленый простор. Сергей говорил, что где-то здесь, в этом районе, кочует бригада оленеводов. Я, конечно, немного надеюсь на встречу с ней. Хорошо-то как в тундре, когда не дует. Солнышко ласково светит. Вот оно, замечательное тундровое покрытие. Жесткое, с травками-дриадами, кассиопеей. Идется быстро по такой тундре. Вот она, кассиопея. Возьму на растопочку, на смолистая. Пусть в кармане всегда лежит. Воды в моей речке Коляра становится, конечно, все больше. Приходят притоки,
Но вон она делится. Все-таки местами мелководная. Пока хорошо идется по тундре, пойду пешком. Вот сейчас еще из этой долины придет ручей Быстрый. Там чуть дальше Звонкий. И надеюсь, воды станет еще больше. Главное, конечно, чтобы она текла более-менее в одном русле. Поглубже была. Не, здесь еще не сплавная. Иду пешком по просторам тундры. Речка здесь вроде в одно русло пошла, поглубже стала. Попробую отсюда вплавь начать. Пообедаю. Разведала вперед немножко. Делятся, конечно, протоки, мелко. Воды немного, но попробую. На ветру костерок-то мгновенно разгорается. Да с сухими ивовыми дровишками. Ой, как пахнет. Здесь голубика. Очень вкусно. Ну и чай, конечно. Не только голубику заварим.
Нормально. Итак, я начинаю сплав по Калярова-Аму. Выглянуло солнышко сейчас из-под белесых облаков, из-под белесого неба. Уже 6:30 вечера, но ничего, я немножко сегодня сплавлюсь. Мне предстоит больше 100 километров, где-то 115, наверное, до Юрункуйема по Калярова-Аму, до Кырва-Аму, малому большому. До Юрункуйема, и там пойду против течения Бичевой к озеру Врыгин. Вот так. Мои горки, которые я там проходила мимо, остаются сзади, позади. Ну что, вполне. А сейчас горочку прошла с камешками. А тут уже вот просто перекатик. Посмотрим. Не должна сесть. Глубина. Можно найти проходы, где глубоко. Чуть-чуть чиркаюсь. Ну здорово. Можно плыть. Ура! Красота. Красота. Вот какие водопадики на протоках, когда она разбивается. На 3 русла сейчас разбилась. Но ничего, дальше нормально будет. Туда тоже уходит. Сейчас соединюсь. Вдали уже новые горки появляются, красивые. Ну вот, слева впал ручей Звонкий. Воды-то станет больше, конечно.
Если в одном русле пойдет, все будет еще лучше. Посмотрим. А я хотел начинать сплав вот от этого притока, что справа сейчас будет впереди. А сейчас, в общем-то, все время приходится маневрировать, иначе сядешь на камни или на мель. Здесь больше воды, направо уйду. Ничего уже, глубина есть. Ха, замечательно, просто великолепно. Высокие берега пошли вон впереди. Ха. Снова солнышко, как не подняться на эту высокую терраску. И снова лунные пейзажи. Река моя. Лодочка вот лежит. Вот такая она, Скаляр вам в Верховьях. Попал справа приток, от которого я хотел начинать сплав. И действительно здесь речка стала уже проще, меньше на протоке делится. Сейчас буду искать место для стояночки. А то уже очень холодно. Да и такие красоты. Завтра под солнышком, надеюсь, лучше буду смотреть. Вот распадок ручья. Правый приток, после которого уже совсем хорошо плыть. Ох, какое же здесь местечко красивое, посреди тундры. Здесь, видно, стояли когда-то. Следы человека видны. Вот я причалила, посмотрела вперед, там хуже места. Уже высокая растительность, более мягкая. А здесь вот то, что нужно. Ой, а виды какие! Солнышко подсвечивает вечернее. Такое жесткое, мягкое покрытие. Ну, в смысле, не болотистое, жесткое. И в то же время вот она, сухая, мягкая тундра. Голубичка. Дриада. Вот здесь встану сейчас. Ой, ой, ой. Все хорошо, но холодильник вообще. Холодно-холодно. Быстрее меня вот эти красоты прям не дает мне заняться установкой лагеря. Все фотографирую. Невозможно на эту красоту любоваться. Просто так.
Дрова здесь валяются. В вылах еще можно найти. Закрепляю палатку. Феерия света продолжается. Это фантастика. Невозможно оторваться.
Все, разошелся. Холодно сегодня ночью было. Облачность спустилась, и ветер был сильней. Я думал, вообще накрыло полностью. И казалось, сейчас снег будет. Утром вылезаю, нет, видимость есть. Но ветер тянет, он не такой сильный. Вроде с запада. Но холод просто зимний какой-то. Я думаю, где-то плюс, ну сейчас может уже плюс 4. Утром было около, плюс 2 может быть. Чуть выше нуля. Но когда вот такая промозглость, холоднее кажется. Так, надо быстрее подбрасывать, а то он сейчас быстро прогорает. Быстро, очень. Поэтому можно даже сырые добавлять. Так. Раскрыла даже сегодня полог. Не полог, а крылья тента. И сижу, потому что оттуда вот здесь очень холодно, а вот здесь сразу вот теплее. То есть вот где ветра нету, там тепло. Но в тундре где тут ветра нету? В тундре везде ветер. Да, сейчас ко мне птичка прилетела, на камешке сидела. Порхает вокруг. Любопытно, она никогда людей не видела, молодая. Дождик разошелся, облачность опустилась. Можно, конечно, плыть, но не знаю. Посмотрю.
как я понимаю, чукчи, которые не пускаются в путь без чаепития. Ведь следующее может быть не скоро. Погода здесь меняется очень быстро. Как и вчера, отправляюсь на сплав уже ближе к вечеру, когда дождик перестал. Хотя здесь тоже ничего. Кусты затоплены, вон как. Вода высокая. Если бы не дожди последних дней, я бы тут не прошла. Вошла не в ту протоку, но попробую просочиться. Посмотрим, случайно перетащусь. Моя нужная протока слева осталась. Так. Нет, такой фокус не пройдет даже в высокую воду. Ничего, пока поддуюсь. Ну вот, уже и выход. Надо сюда уходить. А, все равно мелко.
нормально обедать. Вот это я понимаю. Вот это Чукотка. Итак, я поднялась по ручью Правый Куквен к перевалу. Под перевалом бросила рюкзак, сходила сюда на вершину горы Лунная, поднялась. Спустилась обратно также. Прошла перевал на Калярвам. Ночевала вот здесь примерно перед вот этим притоком под горой Лунной. Дальше пешком шла до слияния с крупным притоком слева, но отсюда еще не начала сплав, прошла дальше. И вот здесь справа прижим под вот этой вот горушкой. Напротив нее я обедала, и вот отсюда начала сплав. Вот это перед ручьем Звонкий. Вот этот ручей Звонкий впадает слева. Прошла крупный приток справа. И где-то здесь заночевала с 10 на 11 августа. И вот на следующий день сплавилась дальше. Стала сплавляться. И где-то здесь у меня уже началась рыбалка.